велосипед. Вокруг бегала стая диких собак. Ну вот, я и доехал до прачечной. Утром у меня откроется вид на прекрасные... Здесь вы можете посетить храмы. Завтра рано вставать и дальше в путь. Супер, а порошка-то нету. Всем привет! Это Семен, катающийся на велосипеде по дикому Пхукету. Сегодня уже второй день, как я кручу педали. Смотрите, что будет дальше. Ну вот, я добрался до гипермаркета Lotus. Мне надо купить воды. Выбор чипсов. По-тайски. Надеюсь, меня не принесет. В ТЦ реально много продуктов. Иногда даже сложно сконцентрировать на них свое внимание. Вот тут я зависну, выберу себе место под кондером и буду отдыхать. Стою на кассе. Продавщица, ты реально будешь это есть? Острота есть, но немножко. Как будто бы посыпочка сверху такая. Если честно, да я уже наелся. В последнее время только пью воду, и мне этого хватает. Так как сейчас раннее утро, еще целый день впереди. Пока что часов 9 только. В ближайших 6-7 часов на улице будет сильное пекло. Ехать в такую погоду на велосипеде, возможно, несколько опасно. Поэтому я пережду здесь. Пока я сидел, они начали таскать у меня из рюкзака, утащили шоколадку, и теперь я не знаю. Вот, кстати, один из беруши. Выглядят мартышки очень симпатично. Вроде бы и глаза милые, и такие пушистые. Но на деле это опасные хищники. Могут откусить вам руку. На гору я решил подниматься полностью с велосипедом. Его, наверное, можно было оставить и внизу. Но я подумал, что стоит все-таки взять с собой. Идти я собираюсь медленно, подниматься по чуть-чуть. Вот там далеко впереди красивая вода. Вода и пляж. То, куда я поеду чуть-чуть попозже. Сразу после того, как разберусь с обезьянами. Примерно вот так выглядит обезьяний патруль. Сейчас они медленно будут приближаться ко мне и захватывать каждую мелочевку, которая у меня где-то будет свисать. Иногда так идешь в гору, поднимаешься с велосипедом. Ничего не предвещает. Смотришь вокруг, а тут обезьяны повсюду. Ну вот, припарковал велосипед. Все теперь хорошо. Интересно, какая же это высота, как высоко я забрался? Если отсюда смотреть, то такое ощущение, что где-то метров 120, может быть, 150. Ну так точно не скажешь. Такое ощущение, что наверху какая-то станция. Да, и обезьяны, которые интересуются тем, что у меня в велосипеде. Велосипед? Не надо, не надо. Тихо, тихо. Велосипед. Капун-кап. Держи, потрогай водичку, да. Уронишь, уронишь. Все, мне вот отобрали велосипед, теперь его не подойти, не забрать. Придется дожидаться, пока пропадет интерес. У этих негодяев очень острые зубы. Вот такую дырку он оставил, прокусив пластик. В общем, я поднялся на самый верх, не увидел там ничего интересного и решил, что пора спускаться обратно вниз. Кажется, я нашел место, в котором хочу остаться надолго. Скажите, друзья, ну разве это ли не величие? Вы только посмотрите, какая красота. Разве можно перестать любоваться таким красивым видом? Этой ночью я думал, что меня сожрут в прямом смысле. Начался новый световой день. Я просыпался 3 раза ночью, а может быть даже и чаще. Вокруг бегала стая диких собак. Они взяли след от пачки Лейса, которую я вчера на ночь пытался схомячить. Вечно прыгающие лягушки в кустах. Вот эти маленькие создания создают ощущение стереозвука, что кто-то рядом с вами ходит. Представьте, что вы проснулись посреди ночи, а рядом с вами как будто бы кто-то ходит. Наступил на ветку и стоит тихонечко, выжидает, слушает. И очень громкие птицы. Именно в этом месте их было реально много. И скоро вы узнаете почему.
Действительно, они шумят всю ночь, но и каждая своими звуками. Кто-то трещит, кто-то пищит. А еще какое-то создание ходило сегодня прям по утру и орало такими. Думал, это бедный таец, которому плохо, и он ищет где блевануть. Но вокруг никого не было, кроме меня и джунглей. Но если серьезно, то нужно собирать вещи, потому что пока еще прохладно, надо начать движение и найти место, где я буду сегодня пережидать жару. Кстати, как вчера оказалось, я приехал не совсем в кемпинг, а в кемпинг для слонов. И поэтому рядом со мной, где-то здесь, должны были быть живые слоники. Ну вот, я и доехал до прачечной. Теперь нужно загрузить вещи, постираться, потому что 3 дня я пахну уже как таец. Однозначно, я это чувствую. Ну что, давайте разбираться. Вещи я загрузил. Первое, что надо, закрыть. И написано, что нужно добавить монетки. Интересно, а тут есть вообще порошок? О, вот его сюда, ну добавляйте. Супер, а порошка-то нету. Значит, стирка будет без порошка. Видимо, буду стирать просто чистой водой сегодня. Так, вот оно считывает. Здесь меняются цифры. И сколько нужно еще добавить монет. Отлично, он говорит cold. Можешь начинать. 36 минут будет стираться. Wi-Fi подключился. Стирка началась. Я пошел кушать. Вернусь и буду переключать уже на сушку. В общем, классное местечко оказалось в восточной части Пхукета. Я почувствовал, что там то ли солнышко как-то по-особенному падает, то ли как-то намолено местными монахами, и от этого тепло на душе. Что может быть лучше, друзья, чем с утра позавтракать в местной кафешке? Вот зашел в какой-то перчик. Сейчас буду смотреть, что они местного мне предложат. Цены тут, кстати, очень хорошие, по 60-65 бат блюдо. Это по 200 рублей. Но и причем выглядит оно вполне сытным. Я обязан попробовать местный том-ям. Это 100 бат, 300 рублей. И что-нибудь с рисом, наверное. Ассортимент большой, надо выбрать что-нибудь одно. Кажется, я определился с меню. Надо дождаться девушку, чтобы она подошла и приняла заказ. Том-ям? Good? Yeah. Yeah. Spicy. Middle level spicy. Okay? One tom-yum. And what is your favorite? Okay. Okay. Cup and cup. Это, наверное, кстати, местный острый соус. Тут перчики внутри. Я его попробую добавить. И на удивление, то, что подается и вода свежая, чистая есть. И здесь какие-то соусы, приправы. Тоже острый соус. Medium hot. Томаты, кетчуп. Специи типа перца. И, наверное, это что-то под яйцо. Какая-то добавка. Маги. Очень похоже на маги. Сидеть на одном месте я не хотел, поэтому решил попробовать прорваться через лингвистическую блокаду между поваром и их уборной, чтобы попасть в душ. Вау, я смог сходить в душ. Тут оказалось, что при кафешке есть отдельная комната, где можно сполоснуться. Использовал шанс. Искупался, теперь свеженький сижу, дожидаюсь свой том-ям. А сейчас попробую напиток зеленый, который мне недавно принесли. Это как будто бы зеленый чай из гуавы. Он и приторный немножко, и сладкий, и отдает легкой мятой. Оставлю напиток, чтобы запивать том-ям. Супчик обещает быть острым. И раз мне чипсы и лейс не зашли, оказались слабенькими, то нужно постепенно поднимать градус. Сейчас попробуем средний уровень и дойдем до самого высокого спайси в ближайшие дни. Вы только посмотрите, какой сочный ко мне подъехал супец. Это том-ям, настоящий. Вот эту махинину я сейчас буду уплетать. И закусывать мясом с рисом. Какой есть правильно, я не знаю.
Вот это, наверное, зачерпывать удобнее. Ну, а это уже по привычке. Закатываю рукава к обеду. Сказали, что будет остро. Но мне пока что это не верится. Очень вкусный суп. Насыщенный бульон, хороший, как у мамы. Но он совсем не острый. Так, надо, наверное, попробовать добавить же. Это маринованный перец. Маринованный острый чили-перец. Но он тоже не острый. Сидела, значит, грелся на солнышке, как жабка, но все не знал, чем бы мне заняться. Тайцы так сытно меня накормили, что мне достаточно было бы заказать всего одну тарелочку том-яма. Вместо 200 бат за все можно было отдать и 100, и быть сытым на весь день. Что-то я ехал, подустал, и смотрю, холодные арбузы. Не смог удержаться, взял себе вот такие дольки. Сейчас попробую, скушаю, охлажусь и поеду дальше. Велосипед наконец-то хорошо упаковал, везде все укрепил, ничего не шатается, я доволен. Уже готовые нарезки, соки, фреши, холодные слаймы. Самое главное, на что я обратил внимание, это чтобы местные тоже покупали в этом месте. Тогда я уверен, что качество будет хорошее. Дорога к Большому Буде на Пхукете – это живописный путь, который проходит через тропические леса и холмы острова. Одним из интересных факторов является то, что эта дорога была построена полностью местными жителями, практически вручную. Строительство началось в 2002 году и заняло несколько лет. В процессе работы использовали самые простые инструменты и материалы, такие как лопаты, кирки и бетон. На горе Большого Будды в Пхукете живут дружелюбные слоны, привлекающие туристов со всего мира. Гости приезжают, чтобы покормить их фруктами и овощами, наблюдая, как радостно хрустят слоники лакомствами. Это не только развлекательная поездка, но и способ поддержать комфортную жизнь этих великанов. Слоны наслаждаются вниманием и заботой, имея достаточно места для прогулок и игр. Когда я поднялся на вершину горы, передо мной открылся потрясающий вид. Зеленые леса, блестящая вода Адаманского моря и красивые пляжи. Все это напоминает мне о том, как прекрасна и гармонична природа вокруг нас. А ведь Пхукет – это не только природная красота, но и богатая культура. Здесь вы можете посетить храмы, попробовать вкусную тайскую кухню и насладиться местными традициями. Остров известен своими золотыми пляжами, такими как Патонг и Корон, которые привлекают туристов со всего мира. Здесь также есть много интересных мест для посещения, например, старый город Пхукета с его колониальной архитектурой и традиционными кафе. Пришло время ночевать, и я уже подготовился. Установил палатку прямо на вершине горы Великого Будды. Утром у меня откроется вид на прекрасное море. А сейчас нужно упаковать все вещи, чтобы они остались сухими и неповрежденными на ночь. В общем, ночью я решил остаться на горе, потому что очень долго пришлось бы ехать до кемпинга, и я бы явно добрался туда уже в затемно. Здесь есть классное кафе. Вы сразу поймете, что это оно по достопримечательности. Соответственно, можно оставить небольшой взнос и остаться ночевать.
Правда, тут прохладно. Мне нравится на самом деле больше, чем в лесу и в равнине, так как нету насекомых, никто не жужжит. Есть одна птица, но она так тихонечко шепечет, и я думаю, мне сегодня мешать не будет совершенно. Поэтому пойду готовиться ко сну, завтра рано вставать и дальше в путь. У этой горы какая-то особая энергетика. Мне даже кажется, что мой сон могли оберегать добрые духи Таиланда. Сегодня ночью я спал как младенец. Тут очень хорошо. Ни разу не просыпался, никто рядом не шумел, и холодный воздух совсем не мешал. Надо собирать палатку, ехать дальше. К 8 часам будет уже жарко. И у меня останется всего 3-4 часа, чтобы найти место, где остановиться и переждать жару. Я бы очень хотел успеть доехать до Корона, встретиться с друзьями и переждать жару там. А после этого план уже ехать в Патонг. В Патонге нужно найти будет кемпинг и остаться там ночевать. А потом я хочу походить по пляжу Патонга, смотреть, что там интересного. Я теперь точно буду искать место повыше, там, где меньше мошкары, свежее воздух и меньше животных, однозначно. Когда ночуете в равнине, то больше вероятности, что вы на кого-то нарветесь, к вам кто-то подойдет. На высоте воздух разряжен, здесь практически никто не летает. Тишина. Я думаю, что все без сомнения понимают. В первую очередь меня интересовал холодный душ в такую горячую погоду. Мне крупно повезло. Мои друзья пустили меня сегодня к себе в номер, чтобы я принял душ, побрился, привел себя в порядок. Чем я сейчас и займусь. Мои друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Делов-то тыкнуть пальцем, а помощь неоценимо большая. Я решил посидеть и подумать немного. Почему это вдруг все русские туристы решили ехать именно на остров Пхукет? Таиланд — разнообразная страна. Есть и цивилизованные города, такие как Бангкок. Есть небольшие городки между большими городами. Но все русские туристы решили ехать именно в Пхукет. Друзья, не поверите, я добрался до Патонга, на вершину горы опять какую-то, потому что только здесь навигатор показал кемпинг. Именно по Google навигатору я определяюсь и ищу места. Заехал на самый верх, официально вот точки, где можно остановиться, нету. Попросил у местных, вот у них маленькая тут, это даже не кафе, они просто, видимо, тут типа свои на горе. Я попросил остановиться, и мне разрешили переночевать у них за территорией, так сказать. Непонятно, она ничья. За день практически ничего не съел. Пару кусочков манго и немного личи. Все. В основном вода. Ты просто едешь за чем-то. Вся твоя цель — это оказаться в другом месте. Переместиться. Цель настолько простая, что даже смешная. Не знаю, чего вообще меня понесло на эту курицу. Выглядела она как-то странно, в кляре таком непонятном. Тележка торгует курицей у 7-Eleven. Честно говоря, такие виды вызывают немного сомнения. Чем же этот пляж так славится и почему туристы выбирают его для своего отдыха? Ну вот я и на пляже Патонга.
Только слишком рано, походу. Потому что я сегодня проснулся, посмотрел на часы, мне показалось, уже время вставать. Часов 6. А оказалось, что я проснулся около 4. Поэтому я сейчас на пляже 5 часов утра. Кстати, сразу после того, как я вышел из магазина, я заметил напротив тележку. В очереди стояло 3 местных парня, и я подумал, наверное, стоит это попробовать. Заплатила 30 бат, да и салфеток у меня вроде бы нету. Придется облизывать пальцы. Она до сих пор тепленькая, горячая. Как открыть-то этот соус? Вот так. Маленькую дырочку вот так сделал, потому что открыть это будет невозможно, и опа! Вот мусор у меня улетел. Чё я побежал за ним? Дался мне этот пакетик. Есть тайцы, которые за тебя это все уберут. А ты, как турист, можешь мусорить везде. Ай. А соус оказался годным. Очень даже хорош. Не зря она его дала. Но 30 бат за эту курицу — это дорого. Получается 100 рублей. KFC ножка дешевле стоит. Угу. Эй, я весь обляпался соусом. Ну, а что делать? А делать было нечего, поэтому я сел смотреть рассвет. Облака медленно перетекали с одного края острова к другому. Я смотрел на то, как загораются огни, как люди наполняют это место жизнью. Хотя Паттонг широко известен как центр ночной жизни и туристических развлечений, за этой яркой внешностью скрывается глубокая культурная история. Этот район имеет богатое наследие, связанное с буддийскими традициями, которые продолжают оказывать влияние на жизнь местных жителей. Щелкнув пальцами, рассвет явил себя этому миру. Я допил лед из стаканчика 7-Eleven, и ко мне подъехал странный незнакомец. Я думаю, что смысл этой улицы понятен. То, что там происходит, Даже не знаю. Разок-другой посмотреть на это можно. Но мне больше нравятся горы. Так чтобы вбираться туда несколько часов. Не знаю, как так повезло, что я оказался рядом с прикольной кафешкой, где можно позавтракать на 200 бат. Это 600 рублей, и ты попадаешь на бизнес-ланч. Очень удобно тем, что у тебя есть ассортимент на выбор. Можно взять и что-то из легкого или как пообедать. В любом случае останешься сыт на весь день. Сейчас покушаю огурчики с рисом и какое-то мясо. Еще мне омлет сделали, в него что-то туда вкусного положили. Апельсиновый сок, а на вкус как будто бы выдавили типа испорченное манго и что-то кислое. походу, это был просто химозный сок. Вкус у него и правда странный. Как у забродившего апельсина, когда он зеленым мхом покрывается. Жиденький. Скользкий, но вкусный. Вдруг мой взгляд упал на рекламу. Второй этаж, бассейн с баром. Вот в такое место можно попасть за 500 бат на весь день. 1300 рублей. Людей здесь особо не будет. Считай ваш личный коворкинг с бассейном и баром. Ну вот, значит, идешь ты такой по пляжу и смотришь на следы, которые прямо перед тобой. И по ним топаешь, чтобы ни на что не нарваться. Здесь явно уже проходил местный фаранг, территорию изведал, и по протоптанной дорожке, по пути следуешь за ним. Он знает, где нужно вкусно покушать, где его оближут, обласкают и будут рады ему как гостю. А вот и один из них, представитель местной фауны. Фаранг обыкновенный. Привет, фаранг! You're local? You're local? How are you, my friend? Cup on cup. Водичка хорошая. Сегодня с утра никого нету. Сейчас, правда, на часах 9 с копейками, 9:30.
Поэтому, если вы любите рано просыпаться, то это самое то лучшее время для того, чтобы прийти на пляж. С этим рюкзаком чувствую, что у меня много лишнего веса. Сейчас у меня мысль только одна. Это по приезду в город находить специальные ящики хранения, куда бы я смог упаковывать свой рюкзачок и спокойно ходить по городу, открывать для вас достопримечательности и радовать хорошим контентом. Поэтому не забывайте, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Холодный кокос после пляжной прогулки. Вот такая вот вкусная сладкая начинка внутри. Ее потом можно ложкой будет соскрести. Чувствуется шоколадка Баунти, только без шоколада. Только молочная начинка. Один в один. Холодный, натуральный такой компотик. Есть ощущение, как будто бы бабушка настояла такую водичку березовую или что-то в этом роде. Вот вы посмотрите на этот склон. Вот так выглядит для меня ежедневное испытание. Это ходьба вверх и вниз по такому наклону. И вот прямо сейчас мне предстоит спускаться опять и подниматься снова. Да, зарядка, это, конечно, хорошая идея, но когда весь день выглядит как зарядка, совершенно по-другому ощущается спортивный интерес моего приключения. Не знаю, какого лешего меня понесло шляться ночью по всяким равнинам и лачугам. Let's do it. Come to your brothers. Say hello, hello, hello. Open. Ночью в чужой стране иду к каким-то чувакам, которые живут чуть ли не в лесу. I'm not sleeping. Just the travel video, bro. Посмотреть, как они живут. Поболтать, все такое. Прикольно, видимо, я посчитал. Вот так вот заботливо друзья решили показать мне комнату, где они живут. Им очень нравятся, условия хорошие. А приехали ребята вроде без биржи. Живут, не стесняясь, в домике и даже пригласили меня к себе пожить. Тут очень громко работает вентилятор, но я думаю, что это никому не мешает спать. Вот, очень гостеприимные, хорошие парни с Бирмы. За что им благодарен. Bro, what is your name? Саймон. Я удивлен, как они вообще пустили меня к себе в дом. Эти парни рассказывали мне, как тяжело им живется в этом мире, и то, что он несправедлив. Через часик общения я уже действительно был вымотан. Нужно собирать вещи и идти домой. Саймон. Two. One, two, three. Really? Ну, вот так вот и общаемся. Для тех, кто не понял, это их имена. 1, 2, 3. Я ехал в кемпинг, которого не существует уже несколько лет. В Google картах он до сих пор числится как рабочий, поэтому я направился к нему с спокойной душой, что сегодня там переночую. Но оказывается, по переезду мне пришлось сначала толкать и еще разок толкать велик в гору. Час я точно толкал его. Я очень сильно устал, это выматывает на жаре. Очень много вещей, нужно избавляться от них. Короче, я решил идти дальше в гору и нашел тут дом, который еще типа строят. Короче, я пришел тут, разбил вот палатку с видом на походу на Карон. Я уже так далеко от него. Как вы видели, я встретился с местными бирминцами. Эти ребята, 4 спят вот в этих 6 квадратных метрах. Они пьют очень странный напиток. Они берут кока-колу, энергетик, такой вот как лекарство, тайск в баночках стеклянных. Это все смешивают. Звучит нормально пока что, да? Затем они идут к реке, набирают туда грязную желтую воду и разбавляют всем этим вот эту кока-колу и энергетик. Какие-то звуки, то ли это жабы опять, или что, ну вот что-то тут бродячее. Пугает меня. Все, я пошел спать. Доброй ночи.